Здравствуйте, меня зовут Семен Соколин, я врач-мануальный терапевт, практикующий мануальную терапию по Типальдесу, а также исследователь и популяризатор ее основы модели фасциальных дисторсий. В 2022 году издательством Геотар Медиа была опубликована вот эта книга, составленная мной в традиционном с 2020 года соавторстве с профессором Болдиным, профессором Тартовым и инструктором ЕФДМА Евгением Каримовым. В ее основу легли материалы из 4-го издания книги создателя ФДМ и мануальной терапии по Типальдесу «Модель фасциальных дисторсий. Клиническое и теоретическое применение модели фасциальных дисторсий в практике медицины и хирургии», а также дидактические материалы ЕФДМА, в частности куррикулум 2019 года, и пояснение ко всему перечисленному моего учителя, инструктора ЕФДМА Евгения Каримова. Я работал над этой книгой с воодушевлением и радостью, так как видел в этом реальную возможность реализовать поставленную автором концепции и метода доктором Стивеном Типальдесом задачу интегрировать разработанную им систему в конвенциональную медицину. В 2021 году рукопись «Мануальная терапия по Стивену Типальдесу. Модель фасциальных дисторсий» была одобрена Европейской ассоциацией ФДМ для использования в качестве учебно-методического пособия на базовом курсе обучения мануальной терапии по Типальдесу. Параллельно она была рассмотрена Координационным советом по области образования, здравоохранения и медицинской науки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, по итогам которого получила рекомендацию для использования в качестве учебного пособия на курсах повышения квалификации врачей, реабилитологов и неврологов. Таким образом, книга «Мануальная терапия по Стивену Типальдесу. Модель фасциальных дисторсий» стала не только первым официально изданным на русском языке учебным пособием, в котором представлен обширный объем сведений, касающийся оригинальной концепции модели фасциальных дисторсий ФДМ, предложенной американским врачом-остеопатом Стивеном Типальдесом, как написано в ее синопсисе, но и первым в мире изданием, посвященным ФДМ, получившим признание академического медицинского сообщества. Читаем синопсис дальше. В пособии подробно дана информация о физиологии соединительной ткани, в скобках фасции. Увы, нет. С огромным сожалением вынужден признать, изложенный в книге материал не соответствует ни современным представлениям о фасции, ни представлениям доктора Стивена Типальдеса о фасции и является частной интерпретацией разработанной им модели ее аспектов, изложенной в его печатных работах. Пояснению этой моей позиции будут посвящены все дальнейшие видео этого цикла. Но перед тем, как вам их представить, я хочу информировать вас о событиях, подтолкнувших меня к исследованию, на основании которого я сделал этот вывод, а также прояснить мои цели.